Вот этот блок питания, который опять сломался. Что у нас здесь имеется? Так, горят опять вот эти полевые транзисторы. Горели транзисторы вот здесь, я их менял. Горели вот здесь. Поэтому, как-то он нестабильно работает. После ремонта какое-то время работает, потом опять ломается. Надоел. Итак, я отпаял все вот эти детали в обвязке вокруг трансформаторов. Убрал силовые мосфеты, диод выпрямительный. То есть я убрал вот эту часть, которая уже идет после TL494, она вот здесь вот, после шим-контроллера. Вот это вот раскачивающие транзисторы, вот здесь, я это все убрал, потому что проблема где-то у нас была здесь. Это я выкинул. Вот эта часть у нас рабочая. Я хочу проверить, какие питающие напряжения, куда идут вот эти провода, чтобы потом использовать, чтобы можно было использовать потом вот эти лицевую часть управления. Все это можно оставить. Можно подать 220 вольт. Вот, но я собрал такую схемку, чтобы не работать с 220 напрямую. Вот эта схема дает нам постоянное напряжение от 0 до 320. Вот переменный резистор, можно вращать и получать от 0 до 320 постоянное напряжение. Я подключил к вот этим конденсаторам. Подключение сделал, вывел провода. И сейчас включаем, смотрим. Сейчас должны загореться у нас индикация вот этого напряжения. Включаем. Все. Загорелось. Это, естественно, ничего не работает. Это ничего не работает. Какие-то прыгают это помехи. Так что индикация работает. Сейчас надо будет посмотреть, где там какое питание. Лишнее выкинуть. Лишнее выкинуть. Вот эта вся часть будет лишняя. Оставить только половину платы. Плата индикации останется, остальное все выкидывается. И это вот я включил эту платку. Вот можно регулировать. Вот мы идем фактически от нуля. И можем добавлять. До 330 вольт. 100 миллиампер. Мы ничего не спалим, если пользуемся таким приборчиком самодельным. Очень удобно. После того, как я удалил все детали отсюда, это выходная часть после микросхемы, после нашего шим-контроллера TL494, нам нужно будет создать свою схему вот здесь. Но сначала нам нужно понять, по какой схемотехнике работает вот эта микросхема. У нее существует два варианта: однотактный и двухтактный. Для этого нужно посмотреть на 13-ю ножку. На 13-й ножке, если плюс, значит схема работает в двухтактном режиме. Если на 13-й ножке минус, значит она работает в однотактном режиме. В нашем случае у нас 13-я ножка и 14-я ножка спаяны вместе. На 14-й ножке у нас опорное напряжение плюс 5 вольт. Значит, на 13-й ножке у нас тоже плюс 5 вольт. Плюс это двухтактная система. Пару слов про микросхему TL494. При подаче питания плюс на вывод 12 и минус на вывод 7, генератор пилообразного напряжения начинает вырабатывать пилообразные импульсы амплитудой около 3 вольт, частота которых зависит от подключенных конденсатора и резистора к выводам 5 и 6. Микросхема вырабатывает опорное напряжение 5 вольт и подает его на вывод 14. Управляющие сигналы приходят на встроенные усилители ошибки. Также управлять работой микросхемы можно через вывод 3, это обратная связь, и через вывод 4, управление задержкой. На неинвертирующие входы компараторов подключают выходное напряжение от делителя напряжения, обычно первый вывод, и от датчика тока, обычно 16-й вывод.
На инвертирующие выводы подаются образцовые напряжения, с которых сравниваются значения напряжений на первом и 16 выводах. Если напряжение на первом и 16 выводах микросхемы ниже, чем на второй и на 15 выводах, то TL494 генерирует шим-импульсы, скважность которых зависит от разности напряжений на неинвертирующих и инвертирующих выводах. Результирующее напряжение после компараторов выводится на третью ногу микросхемы. При напряжении на третьей ноге больше 3,5 вольт шим-генерация прекращается. Управляющие сигналы подаются на четвертую ногу, регулируют скважность шим. Чем выше напряжение на четвертой ноге, тем меньше скважность, то есть уже шим. 13-й вывод микросхемы определяет режим работы TL494. Если здесь плюс, тогда выходные транзисторы работают парафазно, то есть поочередно друг за другом, открываются и закрываются. Если на 13-й ноге минус, тогда выходные транзисторы работают синфазно, одновременно. В соответствии с выбранным режимом работы, по-разному подключают транзисторные выводы ноги 8, 9, 10, 11. Это был краткий обзор по TL494, чтобы иметь представление о ее работе. Итак, что мы имеем? Было вот так. Один трансформатор маленький, раскачивающийся здесь. Большой трансформатор здесь. Схема была построена по двухтактной компоновке. Вот здесь вот находился шим-контролер TL494. Я его убрал, чтобы он нам не мешал. Вот это вот вся часть управления. Сейчас она уже тут неактивная. Вместо маленького трансформатора будет вот такой вот оптодрайвер. Вот вместо него. Вместо большого трансформатора будет вот такой вот большой трансформатор. Это 220, на входе, на выходе 24 вольта. То есть с учетом такого трансформатора общий блок питания будет выдавать где-то порядка 20-22 вольт. Регулируемое напряжение силой тока. Этого будет достаточно. Новая схема построена по однотактной компоновке. Вот здесь вот будет весь блок управления вместо вот этого. Так, сейчас надо будет ставить TL494. Это операционный усилитель LM358. Все построено по вот такой схеме. Я позже ссылочку дам на ресурс, в котором эта схема рассматривается. Пока это так все в взвешенном состоянии. Сейчас будем тестировать. Ну и потом, конечно, придется делать новый корпус. В старый корпус это уже все не влезет. Ну, главная задача сделать этот блок питания, чтобы он работал надежно. Из старых деталей мы будем использовать эту катушку. Я ее снял. Она была вот здесь, потому что ее подключение она шла на минус. В нашем случае она будет идти на плюс. Потом поставлю на место. Здесь надо будет перерезать дорожку, переподключить плюс. Ну, это уже будет потом. Ну и диод выпрямительный на выходе тоже я его использую. Я его оттуда убрал, потому что другое подключение. Сейчас он подключен по другой схеме. Остальное. В общем, у нас остается входной фильтр, узел формирования дополнительных напряжений и выходной фильтр. А также вот здесь вот вся индикация, которая вот в верхней части схемы. Все индикации должны работать. И да, соответственно, будут свои резисторы регулировок, потому что вот эти резисторы, они подключены к старой схеме управления. Они уже работать не будут, потом их надо будет выкинуть. Ну, сейчас будем включать и смотреть. Вот здесь я нашел на этой странице информацию про лабораторный блок питания. Вот страница, адрес. Я оставлю ссылку в описании. Здесь автор Владимир создал свою схему, пишет описание. Вот схема, то, как получилось. Вот. Потом также другие авторы сюда
выложил фото. Потом подсоединился товарищ Рон-60 со своей схемой. Каждый что-то усовершенствовал. Вот. И выкладывал свои поделки. Потом появился Андрей со своей схемой. Вот с этой. Вот. Здесь уже такое, ну, на полевом транзисторе. Драйвер сделан на оптодрайвере. Вот на вот этом. Потом еще рассмотрим попозже. Вот. Также потом, вот если пойти в комментарии дальше, вот здесь комментарии, несколько страниц. Рон-60 выложил потом свою схему, вот эту, усовершенствованную. Здесь драйвер полевого транзистора построен на трансформаторе. Вот эту схему я тоже сделал. Сейчас посмотрим, как она работает. Итак, у нас питание подается отдельно сюда, отдельно вот здесь. Включаем. И что мы видим? Сейчас все по нулям. Можно. Вот. Регулировка напряжения у меня пока здесь. Вот пошло напряжение. Другой резистор у меня силу тока убирает. Стабилизация по току можно сделать. Все, теперь больше увеличивать напряжение уже не получится. Вот у нас сейчас есть 0,9. Я кручу. И уже никакого изменения нет. Стабилизация по току работает. И стабилизация по напряжению тоже работает. Вот. Все у нас. Все работает. Сейчас это все принимает сильно большие размеры. Естественно, что в этот корпус обратно уже все не влезет. Поэтому я сейчас хочу попробовать все-таки частично использовать вот этот блок управления шим-контроллером. Но так как здесь вся разводка сделана под двухтактную систему, а у меня собрана система однотактная, поэтому я вот здесь сделал такую платку. Я ее хочу сюда вот подключить. Этот TL494 будет какие-то выводы будут подключены, которые идут на компаратор. Вот компаратор тут стоит, который будет мерить, показывать напряжение и ток. То есть отсюда я тогда смогу убрать вот эту плату и вот эту плату. Оставлю только ключевой транзистор, выходной диод, дроссель, трансформатор, вот этот трансформатор. То есть частично я смогу здесь использовать старую схему. Посмотрим, как это получится реализовать. Итак, отработав эту схему с однотактным режимом работы TL494, вот эту часть я сейчас уберу. Я ее сейчас убираю. На ней я потренировался, отработал схему. И сейчас включаю вот эту, собрал еще один кусочек. Это TL494. И вот здесь собрана вот эта часть. Вот на схеме. Вот эта часть. Вот это убрано. Обвязка, которая работает на вот этих 1, 2, 16, 15, 14, 3, 5, 6. Вот это все будет подключено вот к тем ногам, там, где была старая микросхема. Мы это используем, вот эту связь выходов операционных усилителей, на вот эту схему, как было в оригинале. Но по питанию и по задаче условия работы этой микросхемы шим-контроллера я сделал обвязку свою. Это включает вот эту плату, ну и соответственно трансформатор, полевой транзистор, диод и все остальное. Вот это все должно быть работать. Посмотрим. Сейчас включим. Посмотрим.
Теперь все заработало с использованием старой платы управления и индикации. С минимальными доработками удалось переделать этот лабораторный блок питания, изменив только режим работы шим-контроллера и переделав выходную часть конденсаторов выходного фильтра. Сейчас все управляющие сигналы от ручек управления приходят на микросхему TL494, которая вырабатывает выходные сигналы в зависимости от установленного однотактного режима путем заземления 13-го вывода микросхемы, а там уже выходная часть через ключевой транзистор формирует выходное напряжение. Блок питания полностью работоспособен, и осталось только собрать его в новый корпус. Но тут мне почему-то захотелось иметь индикаторы со стрелочками, и я убрал всю старую плату управления и индикации с цифровыми индикаторами и вернулся к схеме на оптодрайвере. Теперь буду собирать новую плату управления и делать это все со стрелочками в новом корпусе. Окончательный вариант. Вот по этой схеме. Здесь управление шим-контроллером происходит через встроенные усилители ошибки. Четвертый вывод микросхемы подключен к минусу. Тем самым обеспечивается максимальная возможная ширина выходных импульсов микросхемы. На неинвертирующий вход первого усилителя ошибки приходит сигнал о текущем выходном напряжении. На инвертирующий вход сигнал от заданного переменным резистором напряжения с центрального контакта. Одним контактом этот переменный резистор подключен к опорному напряжению, вывод 14, другим к минусу. На второй усилитель ошибки на неинвертирующий вход приходит сигнал с датчика тока, а на инвертирующий от регулятора тока, который получается от делителя напряжения, одним концом подключенным к опорному напряжению, а другим к минусу. Пока на первой и 16 ножке микросхемы напряжение меньше, чем на второй и 15, микросхема генерирует импульсы, но как только на второй или на 15 напряжение превысит, тогда генерация прекращается. Тем самым постоянно поддерживается на выходе заданное напряжение и сила тока. Два встроенных выходных транзистора работают синфазно и выдают управляющие импульсы на транзисторы раскачки драйвера полевого транзистора. Выходной ток с эмиттеров транзисторов раскачки поступает на оптодрайвер, где светодиод открывает переход драйвера, и драйвер подает напряжение на затвор полевого транзистора. Когда затвор открыт, ток от трансформатора, диодного моста и сетевого конденсатора идет на нагрузку. Когда затвор закрыт, тогда катушка индуктивности вырабатывает ток, который продолжает идти на нагрузку до следующего открытия затвора полевого транзистора, и так продолжается по кругу. На микросхеме LM358 реализовано включение вентилятора при достижении заданной температуры включения, а также индикация стабилизации напряжения и стабилизации тока. В моем случае для установления частоты работы микросхемы 80 кГц резистор на шестую ногу был изменен на 15 кОм. При том номинале резистора, как на схеме, в 10 кОм, частота работы была чуть больше 100 кГц. Я уменьшил частоту, чтобы полевому транзистору было легче открываться. Здесь по схеме на питание оптодрайвера приходит 14 вольт. Я сделал питание 18 вольт, чтобы иметь больше напряжения на затворе относительно истока. Также заменил супрессор, поставил супрессор на 20 вольт. Это предельное напряжение для питания оптодрайвера. И этот резистор уменьшил до 6,8 кОм, чтобы ускорить разряд полевого транзистора при отсутствии напряжения на затворе. Так, я продолжаю собирать блок питания. Здесь будет установлен двуступенчатый плавный пуск. Вот такой резистор на 300 Ом. Будет включаться вот таким реле. Вот это реле. Это реле-таймер. Здесь можно выставить время. Вот максимум 3 секунды. Есть индикация включения и работы. Вот такое интересное реле. Это даже не реле, там внутри электронная схема, которая работает как таймер. Вот на этом таймере и на этом резисторе будет построен плавный пуск. А здесь можно почитать про Soft Start. Это устройство плавного включения. Одна статья теория, вторая статья практическая реализация. Вот. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании.
Заходите, читайте. Я переделал немного плату, вот эту. Перерезал лишние дорожки. Здесь перерезал дорожки, которые мешали. Добавил новые соединения, потому что сейчас будет все по другой схеме. Добавил еще конденсатор 1000 микрофарад на выходе. Сейчас буду ставить. Уже собрал такой ящик. Посмотрим, что будет. Собрал все в таком корпусе. Будут стрелочные индикаторы. Я захотел стрелочные индикаторы. Поэтому те цифровые выкинул и поставил вот такие стрелочные. Так, что у нас тут? Диодный мост. Ключевой транзистор. Вот здесь я поставил IRF 3205, так как у него меньше емкость перехода. Резистор 10 килоом на затвор. И здесь под пленочкой здесь еще резистор 6,8 килоом для того, чтобы разрядить этот транзистор. В отличие от биполярных транзисторов, в которых после снятия напряжения с базы он переходит в закрытое состояние. Здесь полевой транзистор, чтобы он перешел в закрытое состояние, его нужно принудительно разрядить. Поэтому здесь вот у нас получается от затвора на исток идет вот транзистор, который его будет принудительно разряжать в момент отсутствия напряжения на затворе. Так, вентилятор я пока не подключил. После сборки он будет подключен постоянно. Но сейчас я хочу включить, посмотреть, как будет греться. В принципе, я уже включал, смотрел, все хорошо. Температурные режимы нормально. Здесь трансформатор. Это фильтр выходной. Блок питания для микросхемы TL494. Вот для вот этой. Вот это LM358. Вот это оптодрайвер. Но оптодрайвер здесь я поставил на выходе на питание защитный этот самый супрессор на 20 вольт. 20 вольт максимальное напряжение для оптодрайвера. И здесь вот отдельный блочок для питания оптодрайвера. Сейчас включу. Посмотрим, какие будут температуры. Ну, сейчас у нас что тут? Это 24 градуса. Вон видно. Это у нас температура окружающего воздуха. Сейчас включаем. Вот. Сработал реле времени. Так, я поставил здесь щипцы. Будем мерить напряжение. Силу тока будем мерить здесь. Силу тока. Вот здесь все, регулировки происходят. Ток поставим на максимум. И поставлю здесь напряжение. Вот, 12 вольт. Лампочка подключена. 100-ваттная лампочка галогеновая на 12 вольт. То есть у нас здесь будет 8 ампер, грубо говоря. Чуть добавлю до 8. О, пусть будет вот так вот. 8,4 ампер. Чуть уменьше. 8,3. Чтобы напряжение было 13 вольт. Уже пару лампочек спалил. Добавил до 20 вольт. Поэтому сейчас остановимся на таком состоянии. Показывает мне здесь амперметр меньше в 2 раза, потому что шунт. Надо будет выставить шунт, подобрать. Пока нету. Ну, смотрим по вот этим щипцам. 8 ампер. Оставляю на час работу. Через час вот проверим, какая будет температура транзисторов, ну и остальных деталей. Итак, прошел час работы. Лампа горит. Напряжение 12,5. Сила тока так, уже успел выключиться давно этот приборчик. Амперметр. — 8 ампер.
Меряем температуру 32 градуса. Вот. 33 на транзисторе, 41 градус, вот 46, 42, ну где-то 46, 47. Диодная сборка. Еще раз транзистор. 32. 48 греется катушка. Через час работы. 36 выходной диод. Трансформатор. 52. 52 трансформатор. Ну, нормально все, все в норме. Чего? Хорошие температурные показания. Это без вентилятора. Когда соберу корпус, вентилятор будет включен постоянно. Пусть работает. Да, еще забыл показать. Вот там вот находится балластный резистор для плавного включения, для задержки включения вот этого реле. Там балластный резистор. Ну и почему здесь вот резистор я поставил возле транзистора. Вот это вот на 10 Ом вот здесь. Резистор находится здесь, а не на плате, не на вот этой плате. Потому что он предназначен для того, чтобы компенсировать паразитную индуктивность вот этого соединительного провода для управления сигналом. Так что все работает. Собираем. Разобрался я с этими шунтами. Вот отпаял вот этот старые два шунта. Подключил напрямую к амперметру. И теперь все показывает правильно. Оказывается, в этом амперметре есть встроенный шунт. Уже встроенный шунт. Все. Теперь показания правильные. Напряжение и сила тока. Вот так выглядит в собранном состоянии. Ставим крышку. Все готово. Ну и вот так это выглядит уже в собранном корпусе. С крышкой. Вот такой получился блок питания.